Твои комментарии, лайки, подписки продвигают мои ролики в Ютубе. Их продвижение невозможно без такого твоего участия. Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Поговорим о том, как страх и бедность являются двигателем пропаганды. Для наглядности можно себе представить человека, чьи базовые потребности полностью удовлетворены. Такой человек в принципе может мыслить, потому как ему нет нужды предпринимать усилия для обеспечения удовлетворения своих базовых потребностей. Собственно, под базовыми потребностями как раз понимается то, удовлетворение чего освобождает человека от необходимости переключаться на чувство биологической нужды. Являясь частью биологической среды, хочет он того или нет, но встроенный в денежную систему так или иначе вынужден действовать по ее правилам. Если он не выбрал для себя участь жить исключительно на природе и питаться ее плодами, он неизбежно становится частью денежной системы. Почему важно представлять людей, деля их на категории? На самом деле, людей условно можно разделить на категории именно для лучшего понимания того, что бедность не имеет каких-либо общих критериев. Бедность — это следствие совокупности факторов. И опять же, понятие бедности относительно, потому что у каждого человека разные уровни потребностей. Есть люди, которые зарабатывают на бедности состояние, то есть профессиональные нищие, так называемые. Есть люди, которые становятся бедными вследствие стечения обстоятельств, которые они не могли никоим образом предвидеть. И при отсутствии у человека понимания причинно-следственной связи, которая привела его к положению, когда он не может удовлетворить свои базовые потребности по причине отсутствия у него средств, он неизбежно становится объектом воздействия пропаганды, чьим неизбежным свойством является указание этому человеку на ложную причину его бедности. Как правило, этой причиной обозначается внешний враг. Наглядным примером действия такой пропаганды является Германия 30-х годов, когда большинство находилось в крайне бедственном положении, чем, собственно, и воспользовалось руководство Германии, внедрив этим людям идею о виновности внешнего врага во всех их бедах. И многие люди нашли в этой идее хоть и ложное, но временное пристанище, которое послужило им не столько улучшением, сколько забвением от текущего их положения. Конечно же, я понимаю, что мировые процессы не инициируются людьми бедными. Бедные люди лишь выполняют роль расходного материала в руках владельцев мировых ресурсов. Причем абсолютно неважно, каков уровень его материального достатка, ведь финансовая система создана не им, он просто априори принимает ее правила, то есть он это обыватель, принимает ее правила, тем более, если он просто следует цели заработка денег как к самоценности. Деньги — это единственно существующая религия. На самом деле деньги — это единственно существующая религия, если под религией понимать то, что человек, придерживаясь ее, не лицемерен. И большинство людей уже взращиваются с идеей ценности значения денег, потому отношение человека к деньгам определяется самой средой, в которой он существует. Если оценка человеком своего собственного состояния определяется наличием или отсутствием денег, то это и есть главный признак того, что деньги являются самой главной религией и единственной, пожалуй. Говоря об этом, я не умаляю значение денег, потому как они являются эквивалентом ценности вещей материальных и нематериальных. И во время так называемых кризисов те, кто подвергся их последствиям, впадают в уныние, потому что они идентифицировали свое существование с финансовым достатком, который
и создавал у них чувство благополучия. Поэтому такой человек, в зависимости от усредненного уровня умственного развития общественного большинства, ищет замену формировавшемуся финансовым достатком ощущению стабильности. Именно в этот момент такие люди наиболее восприимчивы к воздействию на них пропаганды, потому что она, пользуясь их бедственным положением, указывает на якобы настоящую причину их бед. Собственно, именно недостаток в удовлетворении базовых нужд и делает человека особенно восприимчивым к воздействию пропаганды. Потому что, допустим, когда человек не доедает на постоянной основе, или же он в силу своего бедственного материального положения не употребляет в необходимом количестве определенные питательные вещества, то его мыслительный барьер снижается просто в силу того, что он бросает все свои силы на добычу средств существования. Пример современного нуждающегося человека. В контексте современной финансовой специфики ярким примером, олицетворяющим такого зависимого человека, является человек закредитованный. В силу неких причин человек, допустим, проявляет непредусмотрительность, заводя тех же самых детей. Он не просчитывает в целом свое материальное положение и свои знания, которые могли бы ему помочь выбраться из потенциальной кризисной ситуации в будущем. И я уже не говорю о безумцах, алкоголиках и принимающих другие вредные вещества людях, которые тоже рождают детей. Эти люди не могут отдавать себе отчет в том, что делают. Так вот, пример такого нуждающегося человека в современной финансовой специфике – это человек, возложивший на себя бремя ипотеки. И дело усугубляется в том случае, если он берет ипотеку вынужденно по причине трудности проживания своей семьи в тесной квартире. Такой человек в силу неких причин не просчитывает свои силы и время, которое ему придется потратить на выплату процентов по этой ипотеке. Он изначально руководствовался своим инстинктивным побуждением, рождая детей, и не предполагая, что это повлечет за собой значительное увеличение расходов. На самом деле это и есть форма современного добровольного рабства, которая воспринимается участником как нечто неявное под видом временной сомнительной перспективы жить в своем жилье. Хотя многие, кто поддался маркетинговой обработке банков, всерьез думают, что они, выплачивая проценты по ипотеке, живут при этом в своей квартире, которая на самом деле принадлежит банку до тех пор, пока он не выплатит все проценты по этому ипотечному кредиту. Я сейчас не говорю о людях, которые просто не осознают этого и действуют машинально, так как они просто в силу своего умственного развития в той или иной форме становятся заложниками своего невежества. Это не хорошо и не плохо, просто это так есть по причине того, что невежество — это свойство усредненного большинства. Хотя в данном случае невежество — это относительное понятие, потому что уровень развития у каждого человека свой, и он может измеряться только относительно этого же уровня развития, но не по некой условной общей шкале. То есть человек, совершая то или иное действие, способен предусмотреть его последствия. Какой-нибудь человек способен предусмотреть его последствия, а другой, совершая такое же действие, не способен, потому что он не понимает своих первичных мотивов в том или ином действии и объясняет свое поведение мотивами вымышленными, привитыми ему массовой культурой, потому что такое непонимание становится следствием непонимания настоящих мотивов. Финансовые институты как способ современного порабощения. На самом деле финансовые институты — это такой современный способ кабалы.
заемщику выдают сумму денег на покупку чего-либо, потому что у него нет такой суммы, потому что он ее просто не заработал. И в дальнейшем заемщик будет вынужден не только вернуть всю сумму, но и выплатить ее с накопившимися процентами. И на все это он идет только потому, что хочет купить нечто, на что у него нет собственных средств. Взамен на получение некой суммы он будет вынужден работать еще больше, чтобы только выплатить проценты по этому кредиту. Я уже не говорю об ипотеке под какие-то сумасшедшие проценты, выплачивать которые люди соглашаются в течение десятилетий, и при этом абсолютно не предусматривая, какой может быть экономическая и политическая ситуация в стране и в мире, и что, собственно, может быть лично с ними, если учесть отсутствие у них аналитических знаний и способностей прогнозировать возможные варианты развития событий. Страх и бедность будут рычагом для воздействия пропаганды. Страх и бедность всегда были, есть и будут рычагом для воздействия пропаганды, потому что какой-либо вид базовых лишений снижает у человека критический барьер его мышления. Он не может думать на будущее, так как полностью погрязает в решении проблем насущных. Его заботы направлены на выживание, а не на видение того, каким может быть его будущее. Всего хорошего, до свидания, спасибо за внимание.